Если вы не проходили Liberation, то самое время это сделать. Эта часть является скорее дополнением, чем основным проектом в цепочке больших игр Assassin's Creed, но, на мое удивление, Liberation не уступает им. Мы играем за очаровательную шоколадку Авелину де Гранд-Пре, которая является дочерью рабыни Жанны и торговца Филиппа Оливье де Грандре. Несмотря на то, что сюжет очень и очень сужен, и многие вещи не настолько ясны, как хотелось бы, на просторах интернета мы можем найти всю интересующую нас информацию, а именно, что объект первый, не 16-й, не 20-й, а именно первый как раз-таки имел в предках Филиппа Оливье де Гранд-Пре. А значит и Авелину, которая продолжила свой род Жеральдом Бланом. История довольно интересная, и жаль, что подана уж совсем просто, хотя сюжет точно тянул на полноценную игру. У меня были вопросы, связанные с Агате, и я долго не могла понять, какое отношение он имел к Авелине. Агате — это наставник ассасинов в Луизиане. Все события происходят в 1700-е годы с перепрыгиванием на несколько лет. Но вся история именно в игре крутилась вокруг рабовладения и освобождения африканцев, хотя в реальной исторической сводке было много всего интересного. Агате наставлял на путь истины нашу главную героиню, которая убивала тамплиеров и была ангелом во плоти. Она жила в доме своего белого отца и мачехи, а ее родная мать была освобождена из подков рабовладения. Но в начале игры у Авелины не было информации о том, где же она находится и жива ли она вообще. Под конец истории мы узнаем об артефактах и свободе человеческого народа, вроде все красиво и прозаично. Я была поражена, насколько портативная версия, которая рассчитана на 8 часов, может быть такой продуманной и с большим открытым миром. А улучшенные текстуры для Sony PlayStation подарили еще одну чудесную часть. Задания довольно маленькие, мы быстро переходим из главы в главу, но насколько же плавные и приятные движения персонажа, максимально удобные бои, причем технически ничего не поменялось, но отклик стал молниеносным и добавились красивые анимации. Я давно замечаю, что будто бы с женскими персонажами иногда играть проще, либо они быстро бегают, либо они компактнее, не раскидывают руки в разные стороны, и благодаря модельке за них действительно легче играть. Авелина сама по себе довольно сильная дама, ее горячий нрав мне по душе. У нас есть гардероб. Да, он немного кастрированный, но зато какое зеленое платье, это же такой секс. Помимо базовых приемов ассасина мне понравился женский прием. Liberation заслужила коронное место благодаря искусству очаровывать мужчин. Они могут даже оплатить твои покупки. Вот это, я понимаю, игра, а не эти ваши соусы, где убить тебя может любое дерево с бубенцами. Один раз я даже застряла в пещере. Здесь нужно было лавировать среди камней, и у меня получилось только с 20-го раза или с 30-го. Никак не могла понять, куда идти и что делать. Первая половина игры рассчитана на знакомство с персонажами. Как обычно, ничего не понятно, кто мы, что мы, там, в чем смысл. Но ближе к концу игры все так закрутилось, что мама не горюй. Liberation — это скорее приятная игра на 2 вечера, и я очень рада, что не списала ее со счетов, потому что как-то сильно она не отличается от других ассасинов. Понятное дело, что еще раз, она более урезанная и, кстати, без дубляжа. Но это не отменяет того, что вы делаете то же самое, что и везде. Убиваете тамплиеров и спасаете мир. Из одной локации нас перебрасывают в другую. Из Луизианы мы перебрались в Коннору и обратно. И таким образом ты не устаешь от однообразия и какой-то серости цветов. Оружие и яды также позволяют тебе не скучать. Я бегала с мачете и наслаждалась тем, как быстро такая хрупкая богинька Авелина рубит головы без зазрения совести. В ассасинах мне интересна сложившаяся ситуация в том времени, который нам показан. В данном случае Авелине сильно повезло, ведь она стала дочерью торговца и свободной девушкой, которую в детстве спас Агате от моряков, при том, что отношения между Агате и Жанной были сильно натянуты, и он знал, что это милое дитя не его дочь, а дочь белого торговца. Мир поистине удивителен, не правда ли? Таким образом, Авелина изначально была втянута в непростые отношения более взрослых людей и пыталась спасти хоть кого-нибудь, до кого сможет дотянуться. Я не люблю портативные проекты, но Liberation до сих пор вызывает у меня сильное удивление не только благодаря проработке локаций, а также способностью создать кат-сцены, которые могли бы поравняться с обычными проектами. И несмотря на ограниченность оружия, доспехов, она не стала хуже. Это как раз тот пример, когда маленькая игра, рассчитанная на 8 часов, может дать тебе больше, чем полноценные проекты на 100 часов. И я сейчас не про новые ассасины, которые люблю, а вообще про
про любые другие игры, где тебя уводят на доп. Задание, дают миллион предметов, и ты уже потерял суть происходящего давным-давно. Liberation же сохранил только самую главную выжимку, и да, тут есть дополнительные миссии, но они тоже будут очень короткими. Люблю такие игры, очень люблю, и когда мы подходим к концу, то вы даже не представляете, что там на самом деле происходит. О такой развязке я даже не догадывался от слова совсем. Liberation наводил меня на самые разные философские рассуждения о работорговле, спасении человечества и свободе, и это достаточно сложная тема. Спасение одного человека является эффективным методом борьбы, или же только комплексное решение может искоренить проблему. Как бы там ни было, Авелина выполняла все поручения своего наставника, который был не всегда к ней справедлив, но так или иначе Агате старался поддерживать ее как мог. Самая интересная часть для меня началась во время поиска недостающих 2 плит, которые открывают вам незримую тайну, и сама Авелина напомнила мне Лару Крофт, которая также искала тайны, загадочные загадки, но Авелина все-таки направила свой взгляд на народ, а не только на своего любимого отца, и мне это ближе. Чем глобальнее проблема, тем она интереснее, хотя в Ларе Крофт в конце, конечно же, страдал весь мир. Assassin's Creed 3, как бы это странно ни звучало, Liberation, приоткроет вам небольшую завесу всей рабовладенческой истории, и тем самым эта часть станет еще более интересной. Особенно, конечно же, сама магия заключается в том, что наша Авелина — это африканка, которая не являлась рабыней. Эдакий каламбур 1700 года, и я даже представлять не хочу, что чувствовала жена Филиппа, когда узнала, что ее муж любил другую женщину и привел в итоге в дом ее дитя. Потрясающая история. Помимо семейной драмы, нас перебросили на Чичен Ицу, и комичность ситуации заключается в том, что рабы, которые якобы стали свободны, на самом деле должны были в благодарность за снятие оков заниматься раскопками, и это, конечно, навело меня на мюсли о том, что всегда нужно быть подозрительным, когда тебе резко предлагают свободу, богатство и все блага цивилизации. Но если вы начнете размышлять, то можете прийти к выводу, что данные условия, при которых вам необходимо всего лишь копать землю, и при этом у вас есть еда, дом и нет оков, это наименьшее зло. Да, можно прятаться на болотах, как Агате, но, возможно, раскопки — это не был уж такой ужасный вариант развития событий. Всего лишь 8 часов, а столько мыслей в голове создается благодаря Liberation, и это еще один повод обратить на нее внимание тем, кто был категорически против кастрированной версии недоассасинов. Да, она не претендует на звание лучшего ассасина, но она точно понравится за счет красотки Авелины, ее путешествий, пересечений с Коннором и развязки. Я не хочу говорить, в чем она, дабы в этот раз спойлеры неуместны. И я не разочаровалась, хоть и думала, что все будет куда скучнее.